Привет, с вами Вилсаком, и это iPhone Vlog Challenge, влог, который я снимаю и монтирую исключительно на iPhone. Для этого ролика использовал 6 Plus, iMovie, Hyperlapse и диктофон. Еду из Лас-Вегаса в Купертино по долине смерти и предлагаю присоединиться ко мне. Поехали! Вот это классический такой американский мотель. Я в нем ночевал. Ну что, кстати, непонятно только нахрена они наливают бассейн, кто в нем будет купаться. Но, видимо, фишка такая. Маленький город в горах, такие тачки, чтоб вас всех за ногу. Называется Бишоп, это очень прикольно, можно ощутить колорит американской вот такой местечковой жизни. Но это на самом деле Калифорния, поэтому нельзя сказать, что это прям совсем как родной ездит. Но, блин, очень прикольно, очень прикольно. Пойду я погуляю, что тут есть. Виды, шо пипец. Ехать по этой дороге очень сложно, потому что все время хочется остановиться и поснимать нормально. Вот такие вот горы. Горы кругом, знаете, красота. Сан-Франциско. Вот так я работаю. Ха-ха. Я хотел вам показать другое. Смотрите, замечательный старый отель. И здесь, во-первых, вот там вот экстренный выход в окно. А во-вторых, он похож на отели, которые, знаете, снимают во всяких ужастиках. Во-первых, здесь воняет чем-то, как будто здесь пара трупов разлагается вот прямо за этой дверью. Но смотрите, что здесь происходит с коридорами. Мне нужно добраться до лифта. Вот, хотя бы знак есть. Поворачиваем направо. Но это не факт, что здесь будет лифт где-то поблизости. Видимо, меня специально так поселили, чтобы я охренеть долго топал от своего номера до любого места, где можно что-то найти вроде людей. Дальше такой, куда? Направо? Ага, элеватор, налево. Идем налево. Ну, повезет нам или нет. Экзит. В общем, да, пришли. Не так жестко, как я думал. Но в целом, оба. А это не лифт, нифига. Очень забавно, на заправку сделано. Вы сами себя обслуживаете, при этом вставляете карту, выбираете бензин и после заправляете. Насколько заправили, настолько и счет вам выставят. Вот сейчас 35 баксов, это будет, наверное, 10 с лишним галлонов. Это, ну, до хрена. Это почти, наверное, километров 400 можно на одном баке проехать, так что тема крутая. Вообще заправки. Вот это конкретно называется Interstate 76. Помните, была игра такая? И когда полный бак, и топливо хлынет обратно. Оба! Все. Полна коробочка. Временами в Америке хорошие дороги на хайвеях. Иногда трясет прям покруче, чем у нас на какой-нибудь бетонке. Но вот сейчас нечто среднее между хорошей и плохой. И что ж, у нас самое сейчас замечательное — это съезд на... Сейчас увидите куда. Если будет написано правильно. Давай, не подведи меня. Знак. Фигня какая-то. Должно было быть написано Купертино. В общем, еду в Купертино, друзья. Сейчас зайдем к Тиму Куку в гости и спросим, сфига ли русская Siri-то по-русски не разговаривает. И когда iOS 8 допилит до состояния полного стояния. Еще мне нравится в Америке, я знаю, что в Европе так, у нас тоже вроде пытались, поворот направо на красный. Зацените, какой кайф. Раз, никому не мешаешь, тихонечко и тапку. И попер. А сейчас нам налево надо перестраиваться. Вот такая вот ништяковая ситуация в Америке. Так, сейчас приедем в Apple. Ага, затарился немножко мерчендайзом, но вообще магазин разочаровал. Куча какого-то китайского овна, который можно заказать у нас совершенно спокойно. Там брелки, ручки какие-то. Где Epic? Где эксклюзив? Обидно. Вот так Apple Campus 2 должен выглядеть, когда его достроят. Симпатичный, красивый. А сейчас посмотрим, как он выглядит в настоящее время. Вот там за углом должно быть что-то вроде стройки. А вот так это выглядит сейчас. Ну, здесь какие-то административные здания, гигантская гора гравия, песка, я не знаю, что это такое. Но выглядит внушительно.
Это я зашел на строительную площадку Apple Campus 2. Здесь вроде охраны нету. И скоро на месте вот этой кучи гравия или, не знаю, песка, какой-то земли будет замечательно. Все фотографии должны быть сделаны с улицы. А почему? Потому что это дом, где начинался Apple. Дом, где Стив Джобс провел свое детство, друзья мои. А сейчас здесь живут какие-то люди. У них какой-то пикап задрипанный тойотовский. А может быть родители или какие-то родственники. Я вот эту часть как-то не очень знаю. Но, блин, вот именно в том самом гараже, по большей части, начиналась компания. А это дом Джобса. Конечно, в сравнении с нашими олигархами или каким-нибудь замглавы управы, просто сарай сараем. Пойдемте посмотрим поближе. А на парковке перед домом Audi S5 и Tesla Model S 85+. И смартик еще сбоку. Пока я здесь стоял, подъехало два каких-то азиата. Что-то тоже пофоткали. В общем, самое забавное, что, видимо, паломничество, назовем это так, не прекращается. Спасибо, что посмотрели это видео. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить другие iPhone Vlog Challenge, которые, я надеюсь, в этом году будут появляться достаточно регулярно. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Не знаю, оставляйте какие-нибудь свои замечания, предложения интересные. Конечно, подписывайтесь на мой Twitter, Instagram, ставьте лайки. И до новых встреч в следующих видео. С вами был Вилсаком. Пока.